Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы с вами прогуляемся по Старому Крыму. Мы сегодня в Старом Крыму находимся, а конкретно идем к монастырю, который называется Сурбхач. Это мужской армянский монастырь. Он очень древний. Я очень люблю это место. Это не как другие, друзья, монастыри. Допустим, Тополовский, это Тополевский монастырь, мне совсем не нравится, потому что там все больше построено на деньгах. Здесь еще более такое все древнее, можно прийти, почувствовать всю эту атмосферу. Здесь есть 3 родника на его территории. Не знаю, как сейчас они зимой уже функционируют или нет, сейчас пройдемся, посмотрим. В общем, место тихое, спокойное, здесь какая-то такая своя обстановка. Находится она в горах, в лесу, тоже очень круто. Давайте пойдем, посмотрим, буду вам все показывать. Вот на входе стоят вот такие у нас камни. Здесь написано Сурбхач на армянском языке. Посмотрите на лес. Лес у нас весь во льду. В Крыму у нас настоящая зима. Сейчас еще постараемся запустить квадрокоптер. Хочу снять шикарнейшие кадры этого монастыря, когда деревья все стоят белые. Не знаю, я еще таких, кстати, ни у кого не видел кадров. Видите, сюда приезжают люди, чтобы прогуляться. Но людей здесь немного. На входе нас встречает по традиции крымский котик. Кс-кс-кс. Смотри, какой здоровый, довольный. Так, друзья, лайк за котика. Ну прям реально здоровый, пушистый такой. Прикольный. Так, курить, пить на территории запрещено. Друзья, давайте, пока там люди, пойдем по другой дороге, не как все ходят. Начнем с родников наше путешествие. Потому что, не знаю, в монастыре снимать нельзя. И вообще не хочу в таких местах внутри снимать. Поэтому отсюда сниму вам природу, покажу лес. Здесь, кстати, вот что-то построилось. Какие-то 2 постройки. Раньше их здесь не было, не помню, чтобы они здесь стояли. Листва опала. Вся мокрая, такая сырая сегодня погодка. Но на перевалах был мороз уже. Мы проезжали, на машине показывал -1, -2 градуса. Ну вот мы заходим на эту территорию, где находятся родники. Зимой работал только один родник, с него текла вода, остальные все пересохли. Сейчас посмотрим, что здесь зимой. Сегодня 6 декабря. И мы здесь. Так, друзья, этот родник, самый нижний, который он был летом с водой. И как я вижу, сейчас здесь тоже бежит вода. Обязательно приедьте сюда, попробуйте водички. Летом здесь многие люди набирают ее. Вот. Родничок работает. Вода питьевая. Вот здесь люди оставляют денежки. Я, кстати, здесь оставил тоже деньги. Но не буду показывать где. Где-то вот здесь в стене. Через несколько лет вернемся, посмотрим, потом останутся они там или нет. Уже почти год прошел. Вот смотрите, какая здесь. А нижний течет вон там. Смотрите, здесь такая территория интересная очень. Листья пали. Выглядит, как будто мы действительно реально в каком-то фильме находимся. Вот этот второй родник. Он такой более украшенный. Но, к сожалению, он пересох. И летом здесь тоже не было воды. Вот здесь разные узоры. Посмотрите. Такие фрески. Конечно, очень красиво. Чувствуется какая-то тут древность в этих местах. Видите, приехали тоже туристы посмотреть. Так, давайте отправимся на 3-й родник. Он находится чуть повыше. Друзья, посмотрите на деревья. Стоят как будто все хрустальные, а вон та сосна вообще смотрится очень-очень даже неплохо. Я, как видите, в перчатках, в теплой курточке, но все равно прохладная такая погодка. Но разве это нас когда-нибудь останавливало? Очень, друзья, крутое место. Нравится мне здесь всегда. Какая-то своя атмосфера, поэтому если будете в Крыму, Старый Крым, город, монастырь Сурбхач обязательно к посещению.
Просто побывайте в этом месте. Я вам сразу скажу, здесь атмосфера не такая, как в других монастырях. Сами все это почувствуете, сами все увидите, потом меня, конечно же, поймете. Но сегодня у нас мороз. В Крыму морозы. Что вы хотели? Зима на дворе. Обожаю природу. Тут у нас соприкасается осень и зима в одном месте. Сейчас чуть выше поднимемся, покажу вам этот момент. Смотрите. Просто все веточки у нас во льду. Все, друзья, вот подходим к третьему источнику. Выглядит он вот так. Он, кстати, здесь появилась вода. Летом ее здесь не было, он пересыхал тоже, друзья. Вода вернулась. Ура! Это хороший знак. Вот, уже два источника здесь работают. Еще один источник, и все восстановится. Очень надеюсь на это, что второй источник тоже заработает. Видите, здесь тоже так украшено все. Такие древние источники. Тут источник любви, источник мудрости и источник еще чего-то, насколько я помню, их так называют. Но, друзья, я очень рад, что вот этот прям заработал. Это круто. Смотрите сюда. На эту сосну. Она прям вот вход в монастырь уже. Здесь находится сосна. Она просто вся в инее. Выглядит нереально круто. Вживую. Надеюсь, камера хоть немного вам это передаст. Сейчас немного отойду, поснимаю лес, потом вернемся сюда, покажу вам монастырь со сторон. Внутри, наверное, снимать не будем, друзья. Монастырь называется Сурбхач, в переводе означает «Святой крест». И тут над входом прям тоже есть такой крест. Когда заходите, все увидите. Ладно, давайте покажу. Смотрите, природа. Вот здесь живут, собственно говоря, эти монахи. В этих кельях, в этом домике. Вот здесь, как мы видим, уже у нас зима. Посмотрите на деревья, на эту тую. Она просто замерзла. Вот вам, друзья, Крым какой. А вот елочка. Давайте поближе к елочке покажу вам. Потому что елки в Крыму прям очень-то круто. Когда вот так они в снегу. Посмотрите. Это настоящая зима. Вот здесь прям чувствуется, друзья, дыхание зимы холодное. А вот здесь лес, посмотрите, здесь еще у нас осень. То место, где осень еще борется с зимой. Некоторые деревья вот еще с листвой желтой. Здесь все просто устелено желтой листвой. А деревья уже все стоят хрустальные. Вот такая она погодка в Крыму. Тут, говорят, какая-то дорога есть, которая ведет к старому какому-то монастырю, в котором я еще, кстати, ни разу не был. Но туда я вернусь отдельно в следующий раз. Сейчас покажу немножко еще природы. Вижу, там уже кто-то проводит фотосессию с дымом, с красным. Вот здесь у них летом типа кафешка, столовая, можно чай попить с пирожками. В общем, место удивительное. Красота, друзья. Ну вот сам монастырь выглядит вот так. Раньше я его снимал внутри, поэтому кто хочет посмотреть, что внутри, у меня есть видеоролик, пробежите монастырь Сурбхач Михайленко. Вы можете посмотреть старый мой видеоролик оттуда. Я там даже нашел тайную комнату. Мы спускались в подвал, что еще не делал ни один блогер до меня. И все там зафиксировал, все вам показал. А сейчас мы входим в крымский уже зимний лес. Конечно, друзья, красота здесь нереальная. Как я обожаю крымский лес. То в туман мы попадем, то в снег. Всегда у нас какие-то разные природные явления. То мороз. Сегодня у нас мороз. И вот такие хрустальные деревья стоят. Конечно, камера цветов вам не передаст, какие сейчас я вижу. Цвета. Но хоть немножко мы к этим, надеюсь, приблизимся. Да, друзья, природа шикарная. Обязательно приезжайте когда-нибудь в Крым вот так же зимой, чтобы побродить по такому хрустальному лесу и насладиться всей этой прекрасной крымской природой.
Но у меня просто нет слов. Какой здесь тоже хороший лес, красивый. Вот так. Вот, походу, эта дорожка, но мы по ней пойдем в следующем видеоролике, надеюсь. Смотрите на лес. Красота. Ладно, друзья, давайте пойдем к монастырю и запустим наш квадрокоптер. Кстати, в последнее время я боюсь запускать квадрокоптер, потому что холодная погода, батарея может быстро разрядиться. Когда телефоны достаете на морозе, они за секунду прям разряжаются. А если квадрокоптер так разрядится в воздухе, и он упадет, разобьется. Поэтому что-то я боюсь запускать в холод. Но далеко летать не будем. Так, немножечко сделаем облет. Покажу, надеюсь. Надеюсь, он быстро не сядет и не разобьется. Погнали.
Ну что, друзья, вот такой получился интересный, хоть и небольшой видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддерживайте его большим пальцем вверх, пишите свои комментарии. И, конечно же, зовите своих друзей, своих знакомых на канал. Давайте уже сделаем 100 тысяч зрителей. Нас уже 83 тысячи. Соточка совсем близко. И да, друзья, уже скоро Новый год. Кто где будет его праздновать, обязательно напишите в комментариях. Но мы встретимся с вами завтра в новом видео. Всем пока!